Друзья, всех приветствую на канале Трудовичков, с вами Сергей, и тут мы будем трудиться на благо наших сотрудников. На повестке дня новости по охране труда, которые, напомню, собраны в отдельном одноименном плейлисте для вашего удобства. Итак, приступим. Ростехнадзор уточнил порядок проведения газоопасных работ второй группы. Теперь такие работы могут выполнять как сотрудники эксплуатирующей организации, так и подрядчики. Газоопасные работы второй группы – это часть технологического процесса, который выполняется регулярно в стабильных условиях, например, отбор проб или дренирование аппаратов. Для таких работ не нужен наряд-допуск, но они должны быть зарегистрированы и включены в перечень газоопасных работ. Меры безопасности для этих работ описаны в технологических регламентах, производственных инструкциях или специальных инструкциях эксплуатирующей организации. Все газоопасные работы второй группы должны быть записаны в специальные журналы учета. Образец журнала можно найти в приложении номер 3 к ФНП номер 528. Каждое структурное подразделение организации должно иметь свой перечень газоопасных работ с указанием названия подразделения, места и характер работы, потенциальных опасностей и категорий исполнителей. Министерство энергетики России уточнило процесс проверки квалификации руководства и членов комиссии в энергетических организациях. В обращении 10 апреля 2024 года Министерство определило критерии формирования комиссии и условия проведения проверок. Особое внимание уделено минимальному числу членов комиссии. Рекомендуется назначать 5 человек с соответствующей группой по электробезопасности для обеспечения непрерывности работы и возможности отсутствия членов комиссии по уважительным причинам. Если формирование комиссии невозможно из-за отсутствия необходимой квалификации предполагаемых членов комиссии, они должны пройти проверку знаний в территориальных органах Ростехнадзора. Органы государственного контроля теперь могут проводить новые профилактические мероприятия, такие как самообследование и меры стимулирования добросовестности. Самообследование будет проводиться в автоматизированном режиме с использованием методики, разработанной Роспотребнадзором и размещенной на его официальном сайте. В качестве мер стимулирования предлагается понижение категории риска объектов контроля на одну категорию. Представьте, как это круто. То есть, если бы у вас категория риска вашего объекта была бы 3, то с учетом проведенных самообследований у вас будет вторая категория, разве это не круто? Но, собственно, для этого будут использоваться следующие критерии. Первый. Отсутствие в течение 3 лет выявленных нарушений обязательных требований и предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках контрольных мероприятий или санитарно-эпидемиологических исследований. Второе. Отсутствие информации о несоответствующей обязательным требованиям продукции в государственной информационной системе в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров, работы и услуг. Третье. Осуществление производственного контроля в соответствии с требованиями технических регламентов или санитарными правилами. Четвертое. Отсутствие профессиональной заболеваемости среди работников контролируемого лица. И пятое. Наличие информации о проведении профилактического визита по инициативе контролируемого лица. Что ж, на подходе новые правила по охране труда в сфере гостиничного обслуживания и на предприятиях общественного питания. Я думаю, давно пора. Проект приказа Минтруда России устанавливает требования к организации и выполнению работ, а также к территориям производственным помещениям. В сфере гостиничного обслуживания правила будут применяться при уборке помещений, работе в химчистках и прачечных, спортивно-оздоровительных центрах, салонах красоты и парикмахерских. На предприятиях общепита правила будут использоваться для приготовления пищи, разогрева полуфабрикатов, эксплуатации кухонного оборудования и холодильных установок, работе с торговыми автоматами, приеме выдачи заказов на улице. Собственно, также были составлены перечни видов опасностей, среди которых транспорт, подвижные части оборудования, электрический ток, шум, повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха, материал с высокой температурой, перепад высоких вредных химических вещества, скользкие поверхности, недостаточная освещенность, патогены микроорганизмов, воздействие на животных и насекомых, физические перегрузки, психоэмоциональное напряжение и другие. Работодатели, исходя из специфики деятельности организации, проведут оценку профрисков, связанных с указанными опасностями. Для работ, требования к которым не будут регламентированы правилами, работодатель разрабатывает специальные мероприятия по обеспечению безопасности. Собственно, планируемый срок вступления в силу 1 марта 2025 года. Что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а чтобы я узнал, было интересно и полезно или нет, прошу оставлять обратную связь в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки обязательно. Делитесь нашими видео где только можете. Я буду благодарен. Так сказать, примите непосредственно участие в развитии нашего канала. Ведь вместе мы сделаем мир безопаснее.